Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Компания Leeuwenhoek разрабатывает и поставляет на рынок не только микроскопы, которые вы могли видеть в наших обзорах. Среди прочих товаров она предлагает потребителю бинокли с неплохими заявленными характеристиками и по умеренной цене. Итак, прямо сейчас мы хотели бы познакомить вас с одним из таких биноклей от компании Leeuwenhoek модели Bina Plus 10×50. Бинокль поставляется упакованный в картонной коробке, которая имеет подарочный вид. Комплект поставки находится внутри в сумке, которую мы рассмотрим прямо сейчас. Сумка бинокля предназначена лишь для его ношения и может защитить от небольшого дождя. Внутри стенок совсем нет материалов, смягчающих внешние толчки и удары. У сумки имеется довольно неплохой несъемный наплечный ремень регулируемой длины. Говоря о шейном ремешке, невозможно не заметить, насколько он узкий. Всего-навсего 10 мм. Это говорит о явно бюджетном исполнении, и остается надеяться, что ремешок не доставит слишком явных неудобств при ношении. Корпус бинокля, включая призменные блоки, полностью изготовлен из пластика. Обрезиненное пыли и влагозащитное покрытие его на ощупь грубовато и по качеству тянет на 4 балла из 5. Нельзя сказать о том, что все детали аккуратно и четко подогнаны. Благодаря материалам из пластика вес бинокля находится в пределах 700 грамм. Стоит отметить, что в совокупности с неплохой эргономикой бинокль не перегружает руки при наблюдениях. Снизу корпуса имеются петли для шейного ремешка, которые выполнены также из пластика. Крышки объективов и окуляров выполнены из грубоватого пластика и в то же время хорошо держатся на корпусе. Однако следует заметить, что ни одна крышка не имеет креплений к шейному ремешку, и вам придется хорошо следить, чтобы их не потерять. Бинокль имеет центральный фокусировочный узел с обрезиненным колесиком. Фокусировка производится мягко, но стоит обратить внимание на наличие небольшого мертвого хода, хотя люфтов на оси обнаружено не было. Заявленная минимальная дистанция фокусировки прибора составляет около 8 метров. На правом окуляре бинокля имеется кольцо диоптрийной подстройки для корректировки разности зрения у наблюдателя. Диапазон ее составляет от -2 и до +2 диоптрий. Межзрачковое расстояние у данной модели регулируется от 60 до 70 мм. Диаметры линз объективов составляют 50 мм. Вместе с линзами окуляров они покрыты голубоватым многослойным просветлением типа MC Multi-Coated. Диаметр выходного зрачка окуляра равен 5 мм. Окуляры бинокля имеют вынос зрачка 11 мм. Форма зрачка круглая, но с заметными ромбовидными подрезаниями по краю, различающимися для правого и левого окуляров. Обратите внимание, что окулярный мост или же коромысла выполнены довольно хлипко и имеют тенденцию к перекосам и подвижкам. На окулярах имеются небольшие нескладные резиновые наглазники около 5 мм, но благодаря глубокой посадке выходных линз обеспечивается отличный комфорт при наблюдениях. Как и большинство биноклей, данная модель оснащена гнездом крепления штативного L-адаптера, который необходим при наблюдениях со штатива. Однако данная модель имеет относительно небольшой вес, и использовать гнездо придется очень редко. Говоря о тестировании, следует отметить, что изображение, получаемое биноклем, имеет натуральные цвета. Однако сразу становится заметным, что бинокль страдает от хроматизма, который прослеживается по всему полю изображения. Начиная с 70% поля зрения наблюдается проявление аберраций в виде дисторсии и астигматизма. Также в этих границах начинает падать резкость изображения, а край становится размытым. Возможно, что этот недостаток юстировки именно этого экземпляра. Бинокль обеспечивает поле зрения, которое составляет 114 метров на километр или 6,5 градусов. По краю поля зрения прослеживается тонкая полоска затемнения. В плотных сумерках вести наблюдение за наземными объектами будет затруднительным ввиду примененного просветления и выходного зрачка окуляров. Подводя итоги тестирования, отметим недостатки механической части, связанные с наличием небольшого мертвого хода и проскальзывания при фокусировке.
Фокусировочная ось пластиковая и тонковата, как, впрочем, и окулярный мост. Изображение, получаемое от бинокля, в принципе соответствует бюджетному позиционированию его оптических деталей. Оно неплохое в центре поля и имеет тенденцию к ухудшению у края поля, как было сказано выше. Однако, все же данную модель нельзя рекомендовать для наблюдений наземных объектов в сумеречное и темное время суток. Среди достоинств бинокля следует отметить небольшой вес. Это позволит не перегрузить ваши вещи, если вы собрались в поход или путешествие. Также бинокль такой комплектации и характеристиках обладает очень заманчивой ценой. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.